Солнышко уже заходит, это хорошо. Срочно защитите виноградник перед цветением. Здравствуйте, уважаемые любители винограда. Сегодня мы снимаем внеплановый ролик. Почему внеплановый? Потому что мы думали на днях снять ролик про усики и пасынки. Мы обещали снять этот ролик, не отказываемся, обязательно снимем. Но почему внеплановый? Сегодня, когда я делал обход по винограднику, слышу запах приятный, ароматный, виноград где-то цветет. И когда я подошел к Юпитеру, своим глазам не поверил. Юпитер начал цвести. Такой приятный, ароматный запах, душистый запах. Никого не оставляет равнодушным. Но о чем идет речь? Если Юпитер начал цвести, значит столовые остальные сорта через несколько дней один за одним начнут цвести. Поэтому мы приняли решение сегодня сделать вторую обработку нашего виноградника перед цветением. В предыдущем ролике, первая обработка, я не назвал, какими препаратами мы будем работать. И в комментариях некоторые из вас вы пишете, почему же я не назвал, какие препараты я использую. Вы знаете, я дал вам свободу выбора, чтобы вы сами, исходя из ваших условий, сами могли составить свой личный график. Но если хотите, все-таки я назову, какие препараты сегодня я буду использовать. В нашем регионе, в нашей местности часто встречаются такие болячки или грибковые болезни, как мильдию, как оидиум. Антракноза сейчас нет, вспышки антракноза нет. Также будем защищать от цикадки и от трипсов. Итак, какие препараты мы используем? От мильдию мы возьмем Ridamil Gold МЦ 25 грамм на 10 литров воды. А второй препарат это Falcon от оидиума 5 миллилитров на 10 литров воды. И Volium Flexi возьмем. Он идет от трипсов, цикадок и также работает против клеща. И еще, так как соцветия еще закрыты, но серая гниль может здесь уже образовываться. Чтобы этого не было, мы используем Switch 10 грамм на 10 литров воды от гнилей. То есть эти 4 препарата в 10 литрах воды мы смешаем и пройдем, обработаем весь виноградник. Перед тем, как вы начнете брызгать ваши кусты, подготовьте ваши кусты для обработки, для хорошего опыления. Что для этого нужно сделать? Вот смотрите, грозди, видите, они все, понятно, это арка, и они все здесь висят. То же самое на шпалере, все грозди должны быть максимально оголенными. Если мешают пасынки, нижние пасынки до гроздочки мы удаляем. До гроздочки. Если лист мешает, в пользу опыления мы, конечно, удаляем листики. Но без фанатизма, потому что любой лист сейчас работает на опыление. Следующий вопрос. Когда лучше всего производить обработку? Как всегда мы говорим, самое подходящее время это вечернее время. Я вижу, солнце уже почти зашло. И мы немножко еще подождем, возьмем препараты, возьмем средства защиты и пойдем обрабатывать наши кусты. И еще, если в вашем регионе идут обильные дожди, пожалуйста, найдите окно во время дождей, перед дождями или после дождей сразу. Не обрабатывайте. Лучше, когда лист он сухой и препарат попадает на лист и снизу, и сверху, и тогда он лучше работает. Найдите какое-то окно, хотя бы несколько часов, чтобы не было дождей, и тогда производите обработку. Еще немножко скажу про инструмент, которым мы пользуемся, и мы очень довольны. Мы используем самый простой опрыскиватель аккумуляторный, он китайский, называется «Умница». К нему подключаем в разъем для зарядки воздуходувку, там стоит мощный вентилятор, распылитель и распыляет на мелкие фракции. Как-то кто-то спросил, а расход препарата больше или меньше? Мне кажется, что все-таки расход будет одинаковый, потому что когда с удочкой я работаю, брызгаю, дольше и препарат больше выливается. Когда с воздуходувкой я прохожу, я быстрее прохожу и делаю больше объем. В принципе, мне кажется, расход одинаковый. Ну что, это была теория. Сейчас немножко подождем, чтобы солнце еще зашло, и пойдем обрабатывать.
Когда делаете обработку, старайтесь качественно обработать весь куст. Листик, чтобы и снизу, и сверху, насколько возможно, чтобы он был обработан препаратом. Также на нашем винограднике мы не разделяем взрослый куст или молодой куст. Обрабатываем все кусты одновременно. Когда делаем обработку, также стараемся, чтобы задуть в гроздочки, чтобы сама гроздь была тоже обработана препаратами, чтобы не завелись там грибковые полячки. Также, когда мы обрабатываем, стараемся обрабатывать и старую древесину, там, где есть кора, потому что в коре тоже живет грибок и могут жить насекомые и клещи. Также хочу сказать, что любая химобработка это является стрессом для растения. Чтобы снять этот стресс, мы используем Мегафол, антистрессовый препарат, в котором содержатся аминокислоты. Наверное, завтра или в крайнем случае послезавтра мы пройдем все наши кусты Мегафолом бегло. Мы не будем заливать так, как препаратами обрабатывали. Пройдем бегло. Мегафол используем из расчета 20 мл на 10 литров воды. Тоже в вечернее время мы сделаем эту обработку. Ну, в принципе, неплохо. Перед цветением успеем обработать весь виноградник. Осталось немножко там в конце пройти и немножко здесь. Отвечу на один часто задаваемый вопрос. Что делать, если сейчас у вас виноград уже зацвел? Можно обрабатывать во время цветения или нет? Я скажу, как делаем мы. Во время цветения мы не обрабатываем. Почему? Потому что иначе урожая у вас не будет. Вся зависть просто рассыпется. То есть соцветия, они получат химический ожог и не будет оплодотворения, и вы не увидите урожай. Поэтому обработки делаем перед цветением, и третья обработка будет после цветения стадии мелкого гороха. Ну что, пока не потемнело, давайте будем заканчивать нашу съемку, а я пойду дальше заканчивать сегодняшнюю работу. Спасибо, что вы с нами. Надеемся, что информация для вас была интересная и полезная. Пожалуйста, защитите свой виноградник перед цветением, и тогда вы можете рассчитывать на хороший урожай. Как обычно, хотим пожелать вам крепкого здоровья и самого доброго вам и вашим близким. Пожалуйста, берегите себя. Успехов!